Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и сегодня у меня на обзоре вот такой необычный игровой микрофон под названием Mono модель DM30. Кстати, продается этот игровой микрофон в наших розничных магазинах DNS. Если что, ссылки оставлю внизу в описании под роликом. У данного микрофона за относительно небольшую цену достаточно интересные характеристики. Сейчас об этом и поговорим. Микрофон Mono DM30 поставляется вот в такой розничной упаковке. Также его можно приобрести в нескольких цветах. Это розовый, фиолетовый, черный и белый. Внутри помимо самого микрофона находится также инструкция, где, к примеру, вы можете найти его характеристики. Минимальная частота, которую воспринимает микрофон, 20 Гц. Максимальная частота 20 тысяч Гц. Частота дискретизации 24 бита и 48 кГц. Тип подключения USB. Забегая немного вперед, скажу, что этот микрофон можно подключать даже к разъему Type-C, то есть его можно сконнектить со смартфоном. Давайте пока отключим его от питания и рассмотрим внешние характеристики. В комплекте микрофон имеет изогнутую ножку, которая выполнена из металла. Тарелка, которая прикрученная к этой ножке, также металлическая. Внутренняя и наружная резьба качественная, они также выполнены из металла. Кронштейн внутри имеет дополнительную резьбу, для того чтобы его крепить на дополнительное навесное оборудование. Снизу тарелки располагаются 3 резиновые лапки. Резина на них достаточно качественная и мягкая. Микрофон очень сильно прилипает даже к скользким поверхностям. На данной ножке микрофон может поворачиваться вот до таких положений. Также можно регулировать его жесткость. И естественно, его можно снять. Кстати, как только вы отсоединяете микрофон от ножки, становится понятно, что его корпус выполнен из пластика, так как он очень легкий, а вот ножка полностью из металла. Она гораздо тяжелее. Данный микрофон конденсаторный, однонаправленный. Это значит, он воспринимает звук только перед собой. Ветрозащита здесь уже установлена под пластиковый корпус. Если посветить туда фонариком, то становится заметен плотный поролон. Кстати, с обратной стороны микрофон практически не просвечивает. Теперь давайте перейдем к особенностям данного микрофона и дальше испытаем его. На лицевой стороне мы можем видеть регулятор громкости. Как по мне, у него есть один небольшой минус. Он крутится в обе стороны на 360. У него нет упора. Но чтобы понять, что вы дошли до максимального значения, зеленый индикатор начинает моргать. То же самое происходит при минимальном значении. Также в любой момент, нажав на регулятор громкости, вы можете выключить звук микрофона и, соответственно, включить его. Вы уже, наверное, заметили рядом со значком микрофона значок наушников. Это потому, что у данного микрофона есть линейный выход на наушники. Как это работает? Мы просто подключаем сюда наушники. Теперь в наушниках мы можем слышать свой голос. И если в этот момент нажать на регулятор и удержать его, то мы сможем регулировать громкость своего голоса в наушниках. И вот здесь, друзья, мы подошли плавно к тому, что на другом конце кабеля этого микрофона есть разъем Type-C. Я уже это тестировал. Если, к примеру, его подключить к смартфону, при этом сделать вызов какого-то абонента, и у вас будут подключены наушники, вы свободно будете разговаривать через этот микрофон и все слышать в наушниках. Еще снизу корпуса имеется кнопка, которая переключает 8 цветовых режимов. Сейчас подсветка вообще выключена, либо ее можно регулировать под себя. Дополнительная настройка подсветки, а также всего микрофона выполняется через программу MonoLink. Ее можно скачать на официальном сайте Mono. Ссылку оставлю также в описании. Выглядит эта программа следующим образом. В ней имеются два раздела, которые переключаются вот этой кнопкой. В первом разделе мы можем регулировать чувствительность нашего микрофона. То же самое, что нашей крутилкой на корпусе. Также есть регулятор громкости в наушниках, если вы включаете линейный выход. Дальше идет регулировка тона вашего микрофона в 4 положениях. И последнее — управление нашей подсветкой. Здесь ее можно вообще выключать, регулировать яркость и менять цвет. Перейдем на вторую вкладку. Основные параметры второй вкладки — это встроенные пресеты эквалайзера микрофона.
Как раз пришло время протестировать звук. Запустим программу Audacity. Итак, на второй вкладке софта к микрофону я выставляю стандартный пресет. Начнем запись. Чувствительность выкручиваю на всю. Сейчас вы слышите, как пишется звук на микрофон Mono DM30 на расстоянии примерно 30 сантиметров. Теперь я выставляю максимально яркий пресет. Продолжим запись. Сейчас вы слышите, как пишется звук с максимально ярким пресетом на микрофон Mono DM30 на расстоянии примерно 30 сантиметров. Что можно сказать после тестов записи? Во-первых, за эту цену, я считаю, микрофон пишет достаточно качественный звук, но при этом вам нужно быть от него примерно на расстоянии 30 сантиметров, иначе чувствительность уменьшается. С подавлением шума микрофон справляется также достаточно хорошо, но все же небольшой шум на фоне остается, он практически незаметен. Изменения в эквалайзере через софт микрофона также заметны, можно подобрать пресет под ваш вкус. Вообще, я считаю, если компания Mono позиционирует его как игровой микрофон, для этого ему качества записи вполне хватит. Кстати, мне понравилось то, что встроенная ветрозащита достаточно хорошо справляется со своей задачей. Цокающие и шипящие звуки практически не проходят. В целом у данного микрофона за эту цену в основном одни плюсы, но я выявил два минуса. Первое, как я и говорил, в этой крутилке нет упора, и вы не знаете, насколько вы добавили чувствительность. И второй минус заключается в том, что если микрофон у вас стоит на столе, а рядом клавиатура, по которой вы часто клацаете, то у вас будет записан вот такой звук. Но в принципе, друзья, это проблема всех настольных микрофонов. Решается это подвесом его на какой-то кронштейн. В принципе, клацание не так сильно заметно, но все же, может, кому-то это поможет. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом микрофоне. На этой ноте буду завершать ролик. Желаю всем только качественных девайсов. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.